это совместить Майка Тайсона и ту бабулю вместе. Не здесь написано, там, на этикетке. У кого? У кого? Кто? Да, у себя. У себя, живущего завтра. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас рад приветствовать на своем канале. Добро пожаловать. Ну что, сегодня у нас одна из самых недооцененных карт в колоде. И несмотря на то, что это старший аркан, умеренность. Да, именно эту карту чаще всего воспринимают как такую несколько бытовую, ни рыба, ни мясо, ангел какой-то, переливающий воду из одного кувшина в другой. Будем сегодня разбираться, а что особенного есть в этой карте, а что такого важного мы можем вытащить из этого аркана. Ну а, конечно, в первую очередь мы с вами здесь собрались для того, чтобы познакомиться с альтернативной колодой. Колоду, которую выпустила компания Los Caravelle на основании гравюр великого художника французского позапрошлого века Гюстава Дере. Давайте обратим внимание сразу с вами на гравюру. И хочу показать, что почти ничего из того, что расширяет нам пределы карты, не ускользнуло от нашего взгляда. То, что изображено здесь. То есть та же фея. Видите, я вам уже все карты раскрыл. Я уже забежал наперед и проспойлерил вам. А что же на самом деле у нас изображено на этой карте? Не просто девушка, которая набирает в кувшин воду. На втором плане, вот чуть поодаль, видно старушку, которая подходит к этой самой девушке. И я уже все карты вам раскрыл, сказав, что это не просто какая-то злая колдунья или какая-то бабка-попрошайка. Это фея. Несложно было догадаться, даже и без моего спойлера, потому что название сегодняшнего урока называется «Подарки феи». Заметьте, не подарок, а подарки, то есть их несколько, что ли. Эта гравюра, она описывает события, которые происходят в сказке, которую написал в свое время Шарль Перро. В этой сказке, мы сейчас с вами ее зачитаем, она короткая и таким образом полнее сможет вас погрузить в повествование. В ней идет речь о двух девушках, о двух сестрах. Уже, да, есть такой намек на некую двойственность. Но обо всем по порядку. Давайте в целом и общем посмотрим на эту карту, что мы видим. Девушку, которая набирает воду. Уже в этом есть сходство с нашей классической умеренностью. Да? Вода, кувшин. Это все для того, чтобы в будущем, когда вы будете пользоваться такой колодой, если вдруг захотите, то она вам помогала ассоциативно связываться с классикой, с этой картой. И видим женщину. Но она здесь фоном проходит. Мы сейчас будем больше узнавать об этом, больше погружаться в эту историю. И, как всегда, я вам предлагаю метод подачи информации следующий. Мы с вами создаем большой такой обширный образ вокруг того, что мы сами читаем, вокруг того, что мы узнаем. Для чего? Для того, чтобы не заучивать список значений, чтобы потом их пытаться вспомнить в нужный момент, когда такая карта выпадает в раскладе. Мы с вами получаем максимум информации, большой объем в виде истории, в виде конкретной сказки, которая поможет нам в будущем раз и вытащить из головы не просто какое-то заученное значение, а целый образ, характер человека, персонажа нашего. И это даже в нетипичных каких-то раскладах и ситуациях даст нам возможность ответить правильно нашему клиенту или самим себе, или нашим знакомым. Для чего вы там пользуетесь этими картами? Каждый по-своему их использует в своей жизни. Прежде хотел зачитать цитату, которая в какой-то мере отражает наш сегодняшний урок. Это цитата из Библии. Ее в свое время написал эти слова царь Соломон. «Двух вещей я прошу у тебя. Не откажи мне, прежде нежели я умру. Нищеты и богатства не давай мне, дабы, пресытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев,
не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». Царь Соломон, который славился своей мудростью, мы с вами разбирали уже этого замечательного персонажа, он однажды попросил у Господа: «Не делай меня очень богатым и не делай меня очень бедным». Мудрый царь Соломон знал, что необходимо выбрать серединный путь. Путь между двух противоположностей. Богатство и бедность, добро и зло, черное и белое. Он понимал, что наш мир дуален. И он просил у Господа как раз возможности воспользоваться и тем, и другим, и пройти четко посередине. Кто знаком с символикой этого аркана, он уже понимает, о чем здесь идет речь и почему я эти слова Соломона оставил в виде сегодняшней цитаты. Предлагаю переходить к чтению, а затем к более глубинному разбору нашего сегодняшнего аркана. Когда-то жила на свете вдова, и было у нее 2 дочери. Старшая – вылитая мать, то же лицо, тот же характер. Смотришь на дочку, а кажется, что видишь перед собой матушку. Обе, и старшая дочь, и мать, были до того грубы, спесивы, заносчивы, злы, что все люди и знакомые, и незнакомые старались держаться от них подальше. А младшая дочка была вся в покойного отца. Добрая, приветливая, кроткая, да к тому же еще красавица, каких мало. Обычно люди любят тех, кто на них похож. Поэтому-то мать без ума любила старшую дочку и терпеть не могла младшую. Она заставляла ее работать с утра до ночи, а кормила на кухне. Кроме всех прочих дел, младшая дочка должна была по 2 раза в день ходить к источнику, который был по крайней мере в 2 часах ходьбы, и приносить оттуда большой, полный доверху кувшин воды. Как-то раз, когда девушка брала воду, к ней подошла какая-то бедная женщина и попросила напиться. «Пейте на здоровье, тетушка», — сказала добрая девушка. Сполоснув поскорее кувшин, она зачерпнула воды в самом глубоком месте и подала женщине, придерживая кувшин так, чтобы удобнее было пить. Женщина отпила несколько глотков воды и сказала девушке: «Ты так хороша, так добра и приветлива, что мне хочется подарить тебе что-нибудь на память». Дело в том, что это была фея, которая нарочно приняла вид простой деревенской женщины, чтобы посмотреть, так ли эта девушка мила и учтива, как про нее рассказывают. «Вот что я подарю тебе. С нынешнего дня каждое слово, которое ты промолвишь, упадет с твоих губ либо цветком, либо драгоценным камнем. Прощай». Когда девушка пришла домой, мать стала бранить ее за то, что она замешкалась у источника. «Простите, матушка, я нынче и вправду запоздала». Но едва только она проронила эти слова, как с губ ее упали несколько роз, 2 жемчужины и 2 крупных алмаза. «Смотрите-ка», — сказала мать, широко открыв глаза от удивления. «Мне кажется, вместо слов она роняет алмазы и жемчуга. Что это с тобой приключилось, дочка?» Первый раз в жизни она назвала свою меньшую тоже дочкой. Девушка попросту, не таясь и не хвалясь, рассказала матери обо всем, что с ней случилось у источника. А цветы и алмазы так и сыпались при этом с ее уст. «Ну, если так, надо послать к источнику и старшую дочку. А ну-ка, Фаншон, посмотри, что сыплется с губ твоей сестры, чуть только она заговорит. Неужели тебе не хочется получить такой же удивительный дар? И ведь всего-то нужно для этого сходить к источнику, и когда бедная женщина попросит у тебя воды, вежливо подать ей напиться».
Ну вот еще, охота мне тащиться в этакую даль. «А я хочу, чтобы ты пошла!» — прикрикнула на нее мать. «И сию же минуту без разговоров!» Девушка нехотя послушалась и пошла, так и не переставая ворчать. На всякий случай она захватила с собой серебряный кувшинчик, самый красивый, какой был у них в доме. Едва успела она подойти к источнику, как навстречу ей из лесу вышла нарядно одетая дама и попросила глоток воды. Это была та же самая фея, но только на этот раз она приняла облик принцессы, чтобы испытать, так ли груба и зла старшая сестра, как о ней рассказывают. Уж не думаете ли вы, что я притащила сюда, чтобы дать вам напиться? Ну, конечно, только для этого. Я и серебряный кувшинчик нарочно захватила, чтобы поднести воду вашей милости. Впрочем, мне все равно. Пейте, если хотите. «Однако вы не очень-то любезны», — сказала спокойно фея. «Ну что ж, какова услуга, такова и награда. С нынешнего дня каждое слово, которое сорвется с ваших губ, превратится в змею или жабу. Прощайте». Как только девушка вернулась домой, мать кинулась к ней навстречу. «Это ты, доченька? Ну как?» «А вот так, матушка!» Буркнула в ответ дочка, и в то же мгновение две гадюки, две жабы плюхнулись на порог. «Боже мой! Да что же это такое? Откуда?» «Знаю! Это твоя сестра во всем виновата! Ух, поплатится же она у меня!» И она кинулась на младшую дочь с кулаками. Бедняжка в страхе бросилась бежать и укрылась в соседнем лесу. Там и встретил ее молодой принц, сын короля этой страны. Возвращаясь с охоты, он нашел в чаще прекрасную девушку и, подивившись ее красоте, спросил, что она делает в лесу совсем одна и о чем так горько плачет. «Ах, сударь, матушка прогнала меня из дому». Королевский сын заметил, что с каждым словом девушка роняет из уст цветок, жемчужину или алмаз. Он изумился и попросил объяснить, что это за чудо. И тут девушка рассказала ему всю свою историю. Королевский сын влюбился в нее. К тому же он рассудил, что дар, которым фея наделила красавицу, стоит дороже любого приданого, какое могло бы принести ему другая невеста. Он увез девушку во дворец к своему отцу и женился на ней. Ну а старшая сестра с каждым днем становилась все противнее и несноснее. В конце концов, даже собственная мать не выдержала и прогнала ее из дому. Несчастная нигде и ни у кого не могла найти пристанище и умерла, отвергнутая всеми. Вот такая интересная и замечательная сказка у нас сегодня. Как же у нас сопоставляется аркан умеренность с тем, что мы с вами сегодня прочли? А вот как. А вот очень легко и просто. Умеренным нужно быть как минимум это раз. 2. Выбирать серединный путь, так чтобы пройти, изведав и испив в этом мире все, что только он тебе предлагает, не отказываясь ничего, но и не злоупотребляя. Давайте полнее погружаться в наш аркан сегодняшний и раскрывать его глубинную суть, значение, погружаясь до самых-самых-самых низов. Умеренность – это не отказ, это принятие. Это не пресыщение, это мера. Заметьте,
В названии к сегодняшнему уроку содержится вся суть, все, что заключено в нашем аркане. Это не отказ, умеренность, это принятие. Казалось бы, ты вроде бы умеренный, ты такой спокойный и должен от всего отказываться. Ничего подобного. Это принятие, ты наоборот все принимаешь. Но вторая часть говорит о том, что это не пресыщение, а это мера. Ты принимаешь все, но знай меру, не будь алчным. Дойдем мы и до алчности, дойдем мы и до меры, только начинаем с вами разбор, поэтому поговорим обо всем этом более подробно. Итак, в каком бы раскладе не появился этот аркан, он является хорошим предзнаменованием. Даже в окружении неблагоприятных карт умеренность смягчает их негативную окраску. Да, вот такая это замечательная карта, что рядом, даже когда в раскладе выпадают какие-то такие себе, мягко говоря, не очень, то этот аркан, он смягчает их негатив, он как будто бы сглаживает все. Он округляет острые углы и стирает грани, которые так больно и неприятно могли бы уколоть нашего человека в рассматриваемой ситуации. Она, эта карта, несет образ божественного света и восстановления. Впору здесь вспомнить, что предыдущий аркан, это у нас номер 14, а предыдущий аркан смерть. Смерть, которая несла разрушение. Помните, Плутон? Так вот, этот аркан у нас говорит о периоде восстановления. О том, что не так все уж плохо, как было по Плутону, не так все мрачно, как в поэме Уоррен. Этот аркан говорит о том, что наступает период восстановления. Наступает период, пусть еще не бурного роста, но заживления ран. Период, когда не все потеряно, когда жизнь продолжается. А с другой стороны, эта карта может говорить о том, что человек проходит какое-то испытание. И тут впору подумать о следующей карте. Следующая какая у нас? Аркан Дьявол. Да, Дьявол-искуситель. На тебе яблочко. И спей ты сполна эту чашу знаний. Вкуси, что там такое эти самые знания, и стань подобно Богу. Искусил он Еву? Да. Мы дойдем еще с вами до аркана Дьявол очень скоро, но вы все знаете его значение. Так вот, по этому аркану ощущается два вот этих понятия. С одной стороны, это может быть заживление от пережитого чего-то плохого по аркану смерть, а с другой стороны, период испытания. Какой был период испытания здесь? У старшей дочери был он? Был. Какой? А такой, что она пошла, понадеявшись на какие-то блага, как и у младшей дочки своей сестры. Пошла с серебряным кувшинчиком, дабы напоить бедную старушку, а там какая-то богачка объявилась. Она-то, тупенькая, ни сном, ни духом не могла понять, ибо сердце у нее черствое. Оно было заполнено только алчностью. Оно думало только о собственной выгоде. И она не подозревала о том, что теперь ее дьявол искушает в лице этой самой феи. Не дьявол на самом деле искушает. Он лишь подсветил твои собственные слабости и наклонности. Не прошла старшая сестра испытания. Поддалась соблазну. А вот младшая сестра, как раз наоборот, для нее закончился в конце концов период смерти, если так можно сказать, период того, что все было плохо и тяжело. И она вышла замуж за прекрасного принца и, на секундочку, стала королевой. А все благодаря чему? Благодаря тому, что она также правильно прошла урок по аркану умеренность. Умеренность
показывает благоприятный исход событий. Но торопиться такие события точно не будут. Нет, это не быстрая карта. Здесь нет какого-то прерывного движения, неважно, разрушения, либо наоборот период бурного роста. Спокойно все, размеренно, умеренно проходит. И хотя аркан возвещает, что все будет хорошо, но не так уж и быстро, как ты об этом хотел бы думать и надеяться. Как я часто люблю говорить на лекциях, на любом аркане обращайте внимание на несколько таких вот факторов. Возьмите это за правило. Внутри и снаружи, что у нас, как эта карта может отражаться. Это может быть какие-то внешние обстоятельства, какие-то внешние события, которые разыгрываются вокруг нас и заставляют нас принимать в них участие. Либо покоряясь им, естественно, тут же перестраивая себя внутри, либо противясь им. Помните, покорных судьбы ведут, строптивых тащат. И второй вариант – это может быть что-то внутреннее. При спокойных внешних обстоятельствах внутри у тебя может разыграться настоящий ураган. Особенно это ощущается после аркана смерть, когда человек пережил что-то или еще переживая последние стадии чего-то негативного и плохого, он начинает период внутренней трансформации, начинается превращение из гусеницы в бабочку. До и после. Арканы. До и после. До смерть, после дьявол. О чем это говорит? О том, что умеренность своего рода является у нас сейчас распутьем. Это дорога, которая расходится надвое. И хотя на этом аркане есть конкретно изображенная дорожка, которая тянется от воды туда, куда-то к горам и проходит между двух холмов, но мы понимаем, что путь-то он может быть не один, их может быть два. Так вот сейчас по аркану умеренность человек должен понять, а куда он попадет, какой он выберет путь, путь соблазна, путь дьявола и поддаться на эти искушения. И где в итоге окажется после аркана дьявол? Да, в башне. Разрушение так или иначе придет и наступит. Или второй вариант, если он пойдет за этим ангелом, и где он тогда окажется? В аркане звезда. Да, аркан с ангелом, который дает нам надежду, дает нам путь, указывает нам, как Вифлеемская звезда волхвам указывала, куда им двигаться. Он даст нам шанс пройти этот самый серединный путь. Сохранить баланс, вкусив от этого мира всего, но не поддавшись соблазну ни на одну из крайностей. Так вот, до и после. Обращайте внимание, что до и после. Статика или динамика? Вот это очень интересно. В целом карта статичная. Отсюда и медленно все происходит по ней. Но вода, переливаемая из кувшина в кувшин в классике, здесь просто вода, льющаяся в кувшин, вода льется быстро. Воду можно ассоциировать и с нашими эмоциями, воду ассоциировать с чем-то глубинным, и также с жизнью. Не зря есть выражение «вода жизни», «мертвая вода», «живая вода». И в целом любая река так или иначе ассоциируется с рекой жизни, как и с дорогой жизни. Так вот, вода, переливаемая в этих кувшинах, она быстро льется. И что в итоге получается? Как это можно прочитать? Как это можно понять? При внешней статике внутри происходит настоящая трансформация. Быстро переливается из одного кувшина в другую вода. Что-то внутри нас меняется, что-то происходит. В итоге карта статичная, но с мощным динамичным бэкграундом внутренним. Буквальное прочтение. Или еще его можно назвать оракульным, иными словами, цыганское прочтение. То есть, что вижу, о том и говорю. Вот что я вижу на этой карте, так я его и читаю. В итоге мы видим девушку, если мы говорим об этой карте, и видим старушку. Знаем, что девушка это добрая, обладает определенными качествами. Она готова щедро поделиться. Она готова разрулить ситуацию
Даже со своей матушкой, которая на нее потом начинала кричать. Она везде сглаживала углы. Что в этой конкретной встрече, что в целом во всей сказке. Такое вот буквально оракульное прочтение, исходя из того, что мы здесь видим. Символика. Конечно, на этой карте символики немного, но все же она есть. Это вода, это девушка, как отождествление с какой-то личностью, с персоной. И чуть-чуть, но все же попадает мистический персонаж. Это фея. Его можно сравнить с ангелом, можно сравнить с высшими силами, потому что фея внезапно появляется из ниоткуда, одаривает чем-то невообразимым. Девушка открывает рот, а из ее уст сыплются цветы и драгоценные камни. И потом также внезапно исчезает. Это ли не чудо? Да, в человеческом облике, но все-таки намек на какие-то высшие силы божественного происхождения. Как этот ангел, который также не имеет пола. Да, вот этот ангел, который здесь изображен в этой колоде, он говорит как раз об умеренности, он говорит о связи того, что наверху, с тем, что внизу. Связи материального мира с нашим внутренним миром духовным. Не зря здесь треугольник, вписанный в квадрат, и здесь очень много алхимической символики. Переливание из одного кувшина в другой, то, что она стоит одной ногой на суше, второй на берегу, ирисы и много всего другого. Но мы не будем уж очень сильно заострять свое внимание именно на этой карте сегодня, потому что мы это разбираем. Масть. Да, это у нас не младший аркан, поэтому сказать, что он принадлежит какой-то конкретной масти, имеется в виду пентакли, мечи, кубки или жезлы, не получается. Но, во-первых, можно подумать о том, какому зодиакальному дому принадлежит эта карта. А это у нас Скорпион, это у нас 8-й дом, это у нас продолжение темы смерти, тема смены эгрегора, только следующий этап. После отмирания всего, после отрезания по Плутону всех загнивающих частей нашей плоти до кости, до скелета, это потом возрождение, это наращивание новой плоти. Это гусеница, которая умерла по аркану смерть, теперь становится бабочкой по аркану умеренность. Это одна и та же гусеница. Это почти один и тот же процесс, который разделен на части. Это алхимия. Состоит у нас алхимическая свадьба, алхимическое делание из 4 стадий. Это нигреда, это альбедо, цитринитас и рубеда. Так вот, нигреда стадия – это отмирание. Это та стадия, которая соответствует в большей мере аркану смерть, когда все, что мы называем телом, сгнивает до самой кости, обеляя эту самую кость. И только потом, только лишь после этого на этот скелет можно нарастить новую плоть. Это следующая стадия после нигреда. Это стадия возрождения. И в высшей степени человек по этому аркану, а мы сейчас будем с вами говорить о саморазвитии, он может родиться после смерти в виде новой личности. Поэтому обращаем внимание на масть, на знак. Да и воды здесь много присутствует. Хочешь не хочешь, а вынужден признать, что этот аркан все-таки уходит в водную стихию. Скорпион. Итак, саморазвитие. Что по этому аркану мы должны с вами понимать, как он может нас повысить на ментальном уровне, нас или наших клиентов, или наших знакомых, на кого мы будем смотреть с помощью карт, и выпадает, предположим, такая. Гармония, равновесие, баланс. Любит себя, любит окружающее пространство. Стоит отдельно остановиться на этих словах и еще раз напомнить, что это не отказ от всего, это принятие всего, признавание всего дуального, что есть в нашем мире,
по возможности вытаскивание всего того, что мы там загоняли, топтали ногами, как что-то презираемое, что-то постыдное. Пора его вытащить наружу. И по предыдущей стадии оно вытаскивалось наружу, по аркану смерть. И то, что ненужное, лишнее, оно отмирало. А здесь это гармония, это баланс, это равновесие. Это любить себя, но любить и окружающий мир также. Никакого самоотречения, никакого бескорыстного, если так можно сказать, служения людям. Все в меру, все в балансе. Что такое умеренность? Не как аркан, а в целом, как значение, как слово. Вот мера такое, да, вот однокоренные слова. Мера, умеренность. Что такое умеренность? Это умение. Это умение, это навык, это способность соблюдать ту самую умеренность. Это умение находить серединный путь, не уходя ни в аскезу, но и не пресыщаясь. Наша девушка поначалу, она жила в аскезе. Она жила в тех условиях, когда сложно было сказать, что все в ее жизни было хорошо и налажено. Да, потом ее жизнь круто поменялась, она вышла замуж за принца и стала жить во дворце. Но не это главное. А главное, что у нее внутри происходило. Несмотря на то, что она была такая обездоленная, и с ней так жестоко обходилась ее собственная мать и старшая сестра, относясь к ней как к служанке. Такое ощущение, что это никоим образом не испортило ее. Она смогла сохранять тот самый баланс, то самое равновесие, не озлобляясь на этот мир, по возможности принимая от него все, что тебе дают, не отказываясь. И это было видно, что содержится в ее внутренности, потому что как только она попала в лес, она не подумала, что нет, я недостойна выйти замуж за этого принца. Коль так, значит так. Я могу это принять. У меня хватает внутренней силы, моего стержня для того, чтобы не соблазниться на эти самые богатства, не повестись на этого принца. Ну, коль он мне выпадает судьбой, я воспользуюсь этим. Это шведский стол. Это шведский стол. Это отели, где все включено. И только от нашего с вами умения зависит, насколько мы отработаем наш навык, наше умение быть умеренными. Как известно, умение – это навык. Я уже только что сказал. А если это навык, то значит он как мышца. Его можно развивать, его можно тренировать. И это хорошая новость. Если даже вы с этим не родились, с врожденным чувством баланса, то его можно выработать. Его можно оттренировать, этот навык, это умение. И брать от этого мира все, что он тебе дает, при этом не боясь, боясь имеется в виду в хорошем таком смысле, не боясь, что он тебя захлестнет, что ты захлебнешься в нем, что он тебя полностью поглотит, что ты перейдешь в аркан дьявол, поддавшись на какой-то из видов соблазна. Так вот, развивать такой навык под силу любому человеку. Умеренность не любит крайностей. Не любит крайностей. Снова и снова намек на серединный путь, на то, чтобы воспользоваться всем, что предлагает тебе современный мир. Не уходя ни в черное, ни в белое. Не в Господа, ни в дьявола. Мужское и женское, все сочетается, все дуально. Аркан умеренность при всей такой своей скромности все берет от этого мира, все ставит на свое служение и использует во благо. Абсолютно. Задача по этому аркану, когда мы сидим за столом, попробовать все блюда,
попробовать все напитки, но при этом не обожраться и не набухаться. Помыслы человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. Это также цитата из Библии, если мне память не изменяет, также сказал эти слова Соломон в своей книге «Притчей». Раньше, в древности, в Иудее, многие колодцы, я сейчас хочу объяснить вам контекст этой притчи, тогда станет понятно, о чем идет речь. Многие колодцы были широкими, они были сделаны по принципу перевернутого конуса, уходящей в глубину с системой винтовых ступеней. То есть для того, чтобы дойти до воды, нужно было не стоять на поверхности и крутить ручку, поднимая ведро с дна, а нужно было взять ведро и по винтовой лестнице спускаться вниз, зачерпнуть воды, с полным ведром подняться наверх. И если, предположим, тебе нужно было принести не одно ведро, а 50 или 100 для того, чтобы напоить животных, стадо свое, то много раз человек спускался и много раз поднимался. Стоит ли говорить, что это банально, чисто физический труд? Ничего сложного, просто нужно опускаться и подниматься, опускаться и подниматься. Это навык. И человек разумный вычерпывает те самые глубокие помыслы. Это все была аналогия, это все было иносказательно. Что такое этот самый колодец? Это помыслы человека. Это то, что вот здесь, и то, что вот здесь у нас содержится. Помыслы человека – глубокие воды. Но человек разумный, тот, который много раз бегает и поднимется, сбегает и поднимется, вычерпывает эти воды. Он докопается до глубины, до сути проблемы. Это как психолог, это как самоанализ, как самопсихология. Докапываться внутри, не пытаясь загнать куда-нибудь в дальний угол какие-то свои слабости. Наоборот, это вытаскивание их наружу, туда, на солнце, на поверхность. Может быть, подружимся мы с этим дракончиком, который где-то в детстве у нас зародился, и мы так постоянно его прятали, но он оттуда снизу рычит и пугает нас иногда. Познакомимся с ним, вытащим его на солнечный свет, пожмем ему руки и попытаемся с ним подружиться. Вот эта задача саморазвития по аркану умеренность, докапываться внутри до своей сути, до своего глубинного «я», до каких-то тайных страхов и всего, что может нас содержаться самих. Не отказ от этого, не пресечение, не убийство того, что в нас есть, а наоборот, поставить это на службу себе, подружиться с этим самым дракончиком, чтобы он нас стал оберегать и защищать, дышать пламенем, поджигать для нас костер, согревать в темные зимние ночи и защищать от врагов, если понадобится. По этому аркану человек углубляется в себя, преодолевает противоречия, да, черное и белое, Господь и сатана, и находит путь исцеления. 3 стадии человек проходит по этому аркану. Опустился, поднялся, опустился, поднялся, вытащил эти противоречия, понял, в чем они противоречивы, и нашел серединный путь, как с ними можно жить. Как можно, сидя за этим столом, все блюда попробовать, но при этом не обожраться и не напиться. В карьере. Как эта карта может отражаться в карьере? В целом, конечно, глядя на нее, мы понимаем, что это не будет что-то головокружительное, что-то прорывное, что-то по огню. Это вода все-таки, это не огонь. Здесь не будет взлета стремительного по карьерной лестнице. Отказ от личных амбиций в пользу разрешения конфликта. Если здесь не совсем понятно, да, вот по этой карте, то наша девушка безымянная, она смогла сгладить эти все углы, жить такой жизнью, которую, кстати, она не выбирала и до поры до времени не могла поменять. Но она смогла в ней сосуществовать комфортно. Она смогла сглаживать те самые острые грани, скруглять их,
для того, чтобы и с сестрой, и своей матушкой, которые ее ненавидели, жить вместе под одной крышей. Негативный пример, я понимаю, и никто из нас не хотел бы оказаться на ее месте, во всяком случае, в первой половине жизни. Но жизнь такова, что многие из нас оказываются в подобной ситуации, хотя ее не выбирали. Или по факту своего рождения, или по факту сложившихся обстоятельств таким образом, что смотришь, а ты, оказывается, сейчас точно в роли этой девушки, этой бедной и несчастной, живя под одной крышей с близкими, казалось бы, людьми, но которые эксплуатируют тебя. Из такой ситуации можно выйти по-разному, по разным путям и арканам, но мы сегодня говорим об этом. В раскладе, выпавшем на такого человека, на такую ситуацию, аркан умеренность говорит о том, что этот урок тебе нужно пройти в первую очередь внутри себя. Это испытание. Попытайся даже в этих сложных обстоятельствах и условиях, подобно Энди Дюфрейну из фильма «Побег из Шоушенка», который не мог изменить обстоятельства, но мог изменить внутри себя. Так вот и ты попытайся адаптироваться под эти обстоятельства и под эти условия. Карьера, работа порой может быть таковой, что ты не в состоянии ее поменять по ряду причин. Легко сказать: возьми и уволься. Мы все знаем, что мы порой можем оказаться заложниками ситуации. И что тогда делать? Каждый день погружаться в депрессию – это может быть отказ от личных амбиций в угоду того, чтобы разрешить конфликт, разрулить ситуацию. Кстати, что далеко ходить? Это может быть ситуация, связанная с клиентом. Все замечательно на работе, все прекрасно, и коллектив, и начальство твое, просто душка, все супер, прекрасно. Но однажды случается конфликт с клиентом, и ты понимаешь, что твои личные амбиции ты должен опустить куда-то далеко и глубоко и сгладить так углы в угоду того, чтобы разрешить ситуацию. Эта карта может выпасть, кстати, как и совет предупреждения на возможную будущую ситуацию, которая назревает или возникнет. И я вообще люблю, когда такие карты выпадают наперед, на будущее, и мы человеку даем совет, руководство, способ действия. Мало того, есть еще и прогнозируемый результат. А что будет, если ты поступишь вот так, подобным образом? Это приятно и для нас, и для клиента. Также это может быть сигнификатором алхимической команды. Это сплав коллектива, когда разные компоненты, противоположности так соединились с помощью алхимической свадьбы, что мы получили что-то новое, что-то ранее не существовавшее, какой-то такой классный коллектив, команду, которая теперь создает услуги, товары, что-то на совершенно ином уровне. Просто потому, что соединились несоединимые вещи, сочетались противоположности. Суть алхимии как раз и заключается в том, чтобы создать с помощью той самой алхимической свадьбы, великого делания, новый какой-то продукт, вещество, материал, который соединился с помощью противоположности мужского и женского, потому и называется алхимическая свадьба. Да, не зря же говорят, что мужчины с Марса, а женщины с Венеры. И как вот их вместе подружить? А вот как-то они дружатся и детей потом рожают. Вот отсюда символически эта самая алхимическая свадьба. Соединить несоединимое, соединить противоположности. В команде, в рабочем коллективе получается очень интересная смесь. Кстати, такая команда порой способна выполнять очень сложную работу. Это могут быть какие-то команды кризис-менеджмента, это могут быть команды МЧС, это могут быть команды, которые типа группы захвата. Я почему привожу такие кардинальные, радикальные профессии? Потому что там требуется слаженность такого механизма, такого организма,
когда есть отдельные компоненты в виде разрозненных личностей, но в целом они образуют этот самый мощный алхимический сплав, который действует так организованно, как будто бы это один человек. Стоит ли говорить, что такая команда способна выполнять самые сложные и точные операции? Потому я привел в пример МЧС, и, в общем, там, где очень хорошая коммуникация между людьми, где они понимают друг друга с полуслова. Это невозможно, если не будет отказа от личных амбиций. Если каждый из них будет подобен магу в таком коллективе, каждый будет тянуть на себя одеяло, это будет как лебедь, рак и щука. Каждый будет тянуть повозку в свою сторону. Далеко ли такая повозка уедет? А воз и ныне там. Равновесие между чем и чем? Между работой и отдыхом. То есть не уход по 8 пентаклей, помните, да? Человек так увлеченно занимается своей работой, что он забыл и забил на все. И занимается только этим. Это хорошо, но это другой аркан. А мы сегодня говорим про умеренность. А здесь как раз сохранение баланса между работой и отдыхом. И того, и того. И не так, что потом вышел с отпуска, раскачаться не можешь. Но и не работаешь 5 лет без отпуска и выходных. Только для того, чтобы выстроить какую-то карьеру. Нет, здесь другое. Здесь равновесие. Но также это и правильная организация внутренних рабочих процессов. Такой же баланс, только уже не между работой и отдыхом, а между тем, кто какие функции выполняет. Как раз для того, чтобы создать ту самую алхимическую команду, нужна правильная организация каждого рабочего процесса, чтобы ваша работа была подобна конвейерной линии. Может быть, вам попадались ролики, когда производят Кока-Колу, и вот от момента, когда эта бутылочка проезжает, как на нее клеится этикетка, как наливается сам напиток, как закручивается пробка, как потом эти бутылочки собираются в группы и опускаются в ящик, как эти ящики потом запаковываются и погружаются в кузов автомобиля. И все это выполняет одна цельная конвейерная линия. Естественно, что такая линия создана заранее инженерами, она долго просчитывалась и продумывалась, но и в человеческом коллективе, когда много людского фактора, можно создать нечто подобное. Аркан умеренности в рабочих процессах говорит как раз о подобном явлении, когда можно выстроить что-то наподобие конвейера, когда каждый занимается своим на своем месте в угоду общего целого. Отказ от личных амбиций. В целом, это профессии с умением держать покерфейс. Не о хладнокровии речь, не о сиюминутном сидении за столом во время карточной игры. Это больше скорее присуще мечевым мастям, а в целом по жизни покерфейс держать. Это спокойствие, это самообладание, это координация. А также те, кто способен соблюсти правильный баланс и расчет. В целом это может быть и сигнификатором каких-то определенных профессий, которые как раз и обладают этими самыми чертами и качествами. Давайте поговорим с вами теперь о финансах. За свою карьеру Майк Тайсон, вы знаете, этот очень известный боксер, заработал около 400 миллионов долларов. А в 2003 году он объявил себя банкротом. И долг его внешне составил 27 миллионов долларов. Как так? Что за нонсенс такой? Почему это возможно случилось? 400 миллионов долларов был доход, а в 2003 объявляет банкротом с долгом в 27 миллионов. Как раз не было того самого баланса. Когда мы говорим с вами о финансах, это способность балансировать между чем и чем. Между чем и чем балансировать? Правильно. Между доходами и расходами. Между тем, сколько капнуло вам в карман или на карточку в начале месяца, и тем, сколько осталось на вашем счету в конце месяца. Вот эта маржа, ее размер и определяет то,
насколько вы или ваши клиенты способны жить согласно аркану умеренность в мире финансов. Есть второй негативный пример. По-моему, он произошел в Великобритании. Бабушка жила с внуком. У внука случилось какое-то страшное заболевание. Предположим, аппендицит прорвало, и его забрали по скорой в больницу. Нужно было делать срочную операцию. А у него не было страховки. Почему? Потому что им опекалась бабушка, она о нем заботилась и управляла финансами. Так вот, она была настолько скупа, что они выключали свет, они не пользовались электрочайником, они даже овсянку заливали холодной водой. И когда ее внук попадает в больницу с аппендицитом, она так долго медлила с тем, чтобы заплатить денег за операцию, что он умер от заражения крови. Когда эта бабушка умерла, в ее квартире, на ее счетах сохранялось такое количество денег, что куда там тому Майку Тайсону браться. Очень много денег, просто огромное состояние. Стоит ли говорить, что это также не являлось арканом умеренности? Аркан умеренность – это совместить Майка Тайсона и ту бабулю вместе, слепить их в алхимической свадьбе, потом разделить на двое, как две независимые отдельные личности, но с новым типом мышления. Вот это они и будут как раз по аркану умеренность. Способность зарабатывать и тратить, находясь посередине в балансе. Богат не тот, у кого много денег, а тот, кому хватает. Вот оно, золотое правило. Мне достаточно этого. Все, что я хочу купить, у меня на все это хватает денег. Парадокс. Давайте об этом поразмышляем. Здесь есть две составляющие. Хочу, могу. Стоит ли говорить, что мы можем работать как над одним, так и над вторым? Да, можно пойти по пути Майка Тайсона и зарабатывать постоянно больше для того, чтобы купить больше, купить все, что ты хочешь. Человеческий глаз бездонный. Пока будут существовать маркетологи, до тех пор, пока будет существовать в этом мире реклама и коммерция, они будут заставлять нас покупать майки Шанель по $500. Просто потому, что это Шанель. Не здесь написано, там, на этикетке. И наш мир полон таких вещей. Второй путь, он содержится вот тут. Как выработать здесь ощущение довольства? Но это все-таки в саморазвитие, которое мы уже сами проходили. Это там нужно было прорабатывать. И нужно не только было, а нужно есть, прорабатывать до сих пор. Баланс между доходами и расходами. Я уже об этом сказал. И давайте поговорим еще с вами, коль мы затронули тему финансов в аркане умеренность, о 3 способах обращения с деньгами в нашем современном мире. Напоминаю, что деньги – это энергия. Это что-то материальное, что-то, что мы можем взять в руки и потрогать, но еще до недавнего времени это была наша физическая сила и что? Время, часы наши. Мы свою энергию тратили за единицу времени, за что нам в обмен дали деньги. Так вот, деньги – это энергия, один из видов ее. 3 способа обращения с деньгами. Зарабатывание, сохранение, приумножение. Мы говорим с вами в этом аркане о двух из них. О зарабатывании и о сохранении. Почему сохранение? Можно было бы сказать траты, да? Потому что по аркану умеренность это способность не только получать, но и отдавать. Брать и отдавать. И одно, и второе. То есть мы получили деньги, мы их потратили. Но важно сохранять тот самый баланс. Важно тратить не больше, чем ты зарабатываешь. Почему?
Наш современный мир позволяет нам это сделать. Раньше, в Средневековье, да может быть еще каких-то лет 300 назад, это было невозможно. Сейчас с доступными кредитными карточками, с всевозможными рассрочками, мир так и говорит тебе, этот алчный, злобный мир проверяет тебя на прочность. Он говорит: Евгений, возьми, воспользуйся, а заплатишь потом, когда-нибудь, когда деньги будут. Мне не к спеху, ты, главное, будь счастлив уже сейчас. Вы поняли, да? Что я говорю о кредитах, я говорю о рассрочках. И даже если они с 0,0000%, не в этом дело. Дело в том, что у вас нет этих денег физически, их просто нет. Вы берете... У кого? У кого? Кто? Да, у себя. У себя, живущего завтра. Вы у него, в смысле у себя, у самого вы взяли эти деньги, а отдать их придется. Нет, не вам. Ему, тот, который живет завтра. Вы воруете у вашего будущего. Вы у себя, у самого воруете деньги из вашего завтра. Это было невозможно, я уже сказал, в Средневековье, несколько сотен лет назад. Но это возможно сейчас. И это не хорошо и не плохо. Это просто есть. Хорошо или плохо решаете только вы. Только от вас зависит. Сидя за столом, вы набухаетесь, или вы выпьете столько, сколько вам будет в радость и по кайфу. Сохраняйте баланс между тем, сколько вы зарабатываете и сколько вы тратите. Если не получается, если хочется купить BMW, а денег хватает только на Toyota, так это ваша проблема. Работайте внутри себя над собой. Стоит ли говорить, что это заставит вас, если вы уж так хотите эту BMW, заработать больше? Найдутся возможности, способности, наш мир безграничен. Тут все ресурсы сосредоточены. Они найдутся. Но не надо воровать у себя самого завтрашнего. Давайте поговорим об отношениях. Как эта карта может отыграться во взаимоотношениях между двумя близкими людьми? Между партнерами в нашей паре царят скорее уравновешенность, доброжелательность и понимание. Вот оно. Да? Уравновешенность, доброжелательность и понимание царили между теми злыми двумя сожительницами нашей девушки и самой девушкой. Да, оно было одностороннее, оно было продиктовано только ее желанием скруглять эти самые углы. Но в прямом значении эта карта говорит нам о том, что эта пара такая, оба человека так относятся друг к другу, и в целом это как сигнификатор их отношений. Вот он такой. Здесь не будет конфликтов, здесь не будет Санта-Барбары или каких-то мексиканских сериалов. Все будет размеренно. Не значит скучно. Хотя, кстати, соседние карты вполне могут показать, что это и скучновато. Но скорее, это уже будет перебор. Это уже будет негативное, перевернутое прочтение такого аркана. Это исцеление после аркана смерть. Это алхимическая свадьба. Это переформатирование отношений изнутри. Порой без внешних перемен. Почему? Потому что здесь ангел – статичная фигура, как сигнификатор отношений в целом. Но вода активно переливается из одного кувшина в другой, из одной чаши в другую. Это и может как раз сигнализировать о том, что внешне в этой паре ничего не происходит. Знакомые, друзья рядом могут не подозревать, что внутри этой пары происходит перемена. Они пытаются решить какую-то проблему. Недавно, может быть, случился или еще случается у них аркан смерть. Они решают какие-то проблемы, они избавляются от ненужного, выбрасывают старый мусор. А свято место пусто не бывает. Теперь это место нужно заполнить чем-то. Вот они и пытаются перелить из пустой чаши, из полной чаши в пустую, чтобы установить баланс, чтобы и там была водичка.
мудрое решение проблемы, если таковая возникает, эмпатия. Вот это вода и это эмпатия. Это значит перелить из твоей чаши полной в мою чашу пустую. Но не бойся, когда моя чаша опустеет, ты же наполнишь мою чашу, да? То есть девушка переливает из одной чаши в другую, и когда эта чаша пустая, они меняются местами. Теперь эта пустая внизу, а полная выливают в нее. Стоит ли говорить, что это может быть бесконечный процесс? Кстати, а где мы такой процесс с вами наблюдаем в природе? А ведь наблюдаем очень часто. Может быть, не каждый день, но каждый месяц точно. Летом особенно. Да, жара, которая испаряет влагу, поднимает ее наверх, и когда ее накапливается там много, она заставляет ее обратно падать в виде благодатного дождя. Стоит ли говорить, что в целом весь этот процесс, который называется круговорот воды в природе, очень благотворный, он очень благостный, он дает жизнь и рост всему. Жара сама по себе это вроде бы хорошо, но недолго. И вода это хорошо тоже, но тоже недолго. Если проливные дожди затянулись на неделю, мрачно становится. Классно, когда 2 недели жара, а потом 3 дня дождь. Опять 2 недели жара, 3 дня дождь. Идиллия, рай просто. И в отношениях аналогичным образом происходит. Я наполняю ее, если так случается, что я пуст, она наполняет меня. И вот это переливание происходит до бесконечности, постоянно, все время, пока мы живем, пока мы существуем. Мы можем балансировать в этих самых отношениях. И это не значит скучно. Переливать можно жидкость совершенно разную. Наполнять наши жизни, наши эмоции можно тоже по-разному, окрашивая их и придавая им вкус. Эмпатия это еще называется, да, вот способность заглянуть вовнутрь другого человека. Это, кстати, не отказ от секса и чувственных наслаждений. Нет, его будет столько, чтобы это было по кайфу, чтобы не пришло чувство пресыщения. Блюда, стоящие на столе, вы их все пробуете и употребляете столько, чтобы у вас не было ощущения, что обратно уже вылазит. Столько, чтобы когда вы возьмете следующий кусочек, вы с таким же вожделением ощущали вкус его во рту у себя. Чтобы не было чувства пресыщения, но и чувства голода, чтобы не было, чтобы вы с жадностью набрасывались, например, на обычную воду и кусок хлеба, игнорируя более роскошное яство. Так и в сексуальных взаимоотношениях. Это не отказ, но и не переход в дьявола. Это серединный путь. Это способность принять ощущение чувства партнера и отдать ему также. Я у тебя возьму, но и тебе отдам. И вторая сторона делает так же. Идиллия, гармония. В реверсе, в негативном прочтении этой карты, в перевернутом значении, это приспосабливаемость там, где нужны перемены. Это такой, знаете, перескок. Перепрыгнули аркан смерть и оказались в умеренности. Не произошло каких-то коренных преобразований. Не было стадии негреда в алхимии, не было отмирания. А ты пытаешься на гниль эту навешать новой плоти. Как писалось в Библии, невозможно. В смысле, не то, что невозможно. Умный человек не наливает молодое вино в старые мехи. Потому что и мехи прорвутся, и вино выльется. Что такое мехи? Давайте чуть контекст вам поясню. Это кожаные такие бурдюки, мешки, в которых наливалось вино. Молодое вино, даже перебродившее, оно еще имеет остаточные рожи и еще бродит немножко. Вот мехи должны быть молодые, свежие, новосделанные, чтобы они были крепкие. Налив в новые мехи молодое вино, у тебя и вино доиграет, и мехи останутся целые. Но если ты нальешь в ветхие, в старые мехи молодое вино, оно разорвет эти мехи. И мехов не будет, и вина не будет. Та же самая ситуация здесь.
Не надо, чтобы это была приспосабливаемость. Если не произошло коренных перемен, то в негативе может прочитаться как то, что это такой евроремонт поверх штукатурки, которая сыпется, поклеить обои. Не сработает, не получится. Не пройдена стадия отмирания. Не умерла до конца гусеница, не может родиться бабочка. Один дает больше, чем получает. Или чем нужно отдать. Да? То есть один дает больше, чем нужно отдать, то есть все из себя отдал, или дает больше, чем получает. Вроде, может быть, дал даже норму, но обратно ничего не получил. Конечно, стоит сказать, что соседние карты покажут, кто это из партнеров так себя ведет, если это речь о партнерах в личной жизни. Это, кстати, могут быть партнеры по бизнесу или в целом какая-то ситуация, где показано, что вы как результат, там, предположим, финансового вложения отдадите больше, чем получите. Небаланс будет. И наоборот, хотите вложить мало, а получить, много, да, как сказала эта мачеха, не мачеха, а злая мать. Побеги, доченька, возьми серебряный кувшинчик, стоит-то всего-навсего напоить какую-то старушку, а потом всю жизнь с твоих уст будут золотые бриллианты литься и сыпаться. Вот оно, негативное перевернутое значение. Мало вложить, много получить. Получила она жабы при каждом слове. Все есть, но человек этим не пользуется. Бабуля. Приводил ее пример Майк Тайсон, один случай. А второй случай – это бабуля, у которой все было, но она этим не пользовалась. Дождалась, что внук ее умер от абсцесса. А снаружи и внутри, как это может проигрываться в негативном прочтении? Внешне, в обстоятельствах, в воздухе, в паре, в коллективе назревает какой-то конфликт, и впору его решить, сгладить углы, а ты к этому не готов. Не готов, либо ты закрылся, чик-чик, я в домике, спрятался от этого, либо наоборот не готов в том плане, что ты пойдешь тоже на конфликт с клиентом, например, начнешь конфликтовать, не пытаясь разрешить ситуацию, а включить свое внутреннее эго. Я тоже кое-чего стою в этой жизни. Внутренне у человека идет уже какая-то трансформация, какие-то происходят перемены, но внешне это не вяжется с внешним окружением. Это не вяжется в паре, может быть. Это не вяжется в двух компаниях. Два каких-то производителя, две фирмы. Одна производит какие-то перемены внутри себя. Учитывая, что они вместе выпускают одну продукцию, только конечный продукт какой-то, только одна его одну половину, вторая вторую. Одна из компаний провела трансформацию, модернизацию, поднялась на уровень, а та не поспевает за ними. И теперь они несовместимы, они промахиваются. Пазлики не сходятся уже. Вот такой вот момент может быть, когда внутри у тебя уже идет что-то срабатывает, а снаружи нет. В паре у твоего компаньона идет изменение, идет рост, трансформация, духовное развитие, а у твоего партнера такого нету. И в какой-то момент, еще вчера вы были на одной волне, вы вместе бухали, вместе курили, а сейчас ты, поднявшись выше, вы как-то не соответствуете друг другу. Надо подтягивать его. То есть в перевернутом негативном значении карта может показывать вот и такое. Внутри и снаружи. Есть такая фраза: «Ни одна проблема не может быть решена на том уровне мышления, который ее породил». В этом также иносказательно заключена суть аркана умеренность. Если возникла какая-то проблема, значит, что невозможно эту проблему решить с тем мышлением, которое породило эту проблему. Необходимы перемены, необходима трансформация, необходимо вырасти над этой проблемой, стать на новую ступень развития. Ага, и тогда вы увидите свысока в смысле не с гордо, с горделивого какого-то положения, а с более высокого уровня развития. Вот мы с вами сегодня и закончили этот замечательный аркан.
мы углубились и полнее посмотрели, насколько он важен, насколько при внешнем его спокойствии он ощущается и переживается внутри нас. Очень бурно порой. Я бы даже сказал, что вот этот ангел, он как будто бы в какой-то момент выводит нас из реанимационной палаты после аркана смерть, когда вот так вот нас трясло, когда отрезали от нас части, и сейчас мы на пути трансформации и перерождения. Давайте обращать внимание и помнить о том, что у нас всегда есть выбор. Напоить водой просто так старушку или бежать с кувшином в надежде напоить старушку и получить много денег. Можно по этому аркану проходить определенные уроки. Задумайтесь, возможно, в вашей жизни сейчас именно и случается нечто подобное. В целом такой аркан возвещает о том, что не нужно отказываться от всего. Бери, принимай все, что предлагает этот мир. И не только с благодарностью, но и с пользой для себя. Вкушай от всего, что в нем есть. Но будь осмотрителен. Выбери ту дорожку, которая тебя поведет по серединному пути. Не впереди аркан дьявол, который прикует тебя, шею твою мощными цепями к своему трону, и будешь ты служить, как написано в Библии, не Богу, который предлагает все, а мамоне, то есть богатству, которое предлагает только что-то одно. Бог предлагает тебе все, и богатство, и славу. Вспомните, кстати, Соломона, у него все было, и он смог выбрать тот самый серединный путь и идти по нему. Я желаю, чтобы у вас всегда была возможность пользоваться всеми благами, которые предлагает этот мир, чтобы вы вычерпывали глубокие воды из своего внутреннего колодца, вытаскивали наружу те страхи, те недостатки, те соблазны, которые у вас есть, работали с ними, не отказывались от них, прорабатывали их. Большое спасибо за то, что продолжаете меня смотреть, за то, что делитесь моими видео, пишите комментарии, мне это очень приятно. Желаю вам удачи. До свидания.